Ошибки при замесе дрожжевого теста. Первая ошибка – это неправильная температура жидкости в замесе. Вы работаете с живыми клетками дрожжей, и для них температура – вопрос жизни и смерти. Если жидкость горячее 39 градусов, дрожжи погибают. Если ниже 10 градусов, то они работают достаточно медленно, и их работа практически останавливается. Стартовый диапазон для жидкости в замесе мы разберем в конце этого видео. Обязательно проверяйте жидкость термометром. Так надежнее, чем на ощупь. Влияет на температуру не только вода, но и молоко, сыворотка, яйца и даже температура той емкости, в которой вы производите замес. Ну и если вы там производите замес, например, на столе, то это тоже влияет. Холодная мука забирает тепло, и итоговая температура теста будет набираться очень медленно. Но при замесе происходит нагрев теста, как при помощи механического воздействия, так и при помощи брожения. Если вам нужно получить оптимальную температуру, то используйте всегда достаточно холодную воду или жидкость, и при механическом воздействии тесто нагреется до нужной температуры. Так легче будет вам контролировать температуру теста, и в нем должна полностью образоваться клейковина. И поэтому важно, чтобы клейковина полностью образовалась и температура была той, которая нужна. Помните, что перегретые ингредиенты производят очень быстрый нагрев теста, и как следствие температура может быть высокой, но тесто полностью по консистенции не сформируется. Ваша цель дать дрожжам и дрожжевому брожению комфортную температуру. С этого момента начинается правильная ферментация и равномерный газоудерживающий профиль, тонкая сетка клейковины и стабильный объем. Важно измерять температуру не только перед внесением всех ингредиентов, но и сразу после предварительного смешивания. То есть на протяжении всего замеса вы также должны контролировать температуру. Ну и обязательно контролируем температуру теста в конце замеса. Вторая ошибка – это прямой контакт соли с дрожжами, а также прямой контакт сахара с дрожжами. Соль – регулятор ферментации, но если она попадает и контактирует напрямую с дрожжами, она повреждает клетки дрожжей. Никогда не соединяйте соль с дрожжами до распределения их в массе теста. Технологически верно. Соль сразу вмешивается в муку, чтобы раствориться постепенно. Дрожжи вносятся в жидкую фазу или распределяются с частью муки отдельно. Также они могут быть взвешены отдельно, без непосредственного контакта с солью. Сахар является питанием для дрожжей, но его избыток создает стресс. Активность в этом случае дрожжей падает, газообразование запаздывает. Недостаточное количество сахара. Дрожжи могут стартовать достаточно вяло. Особенно это важно, если в тесте много жира. Как правило, большое количество сахара или его недостаток – это действительно для сдобных изделий. Важно, чтобы вы регулировали сладость, но помните, что каждый грамм сахара влияет на связывание влаги. Подсластители вроде меда, сиропов приносят дополнительную воду. Также дополнительную воду приносят инвертные сахара. Важно, чтобы в этом случае вы корректировали общее содержание влаги в тесте. Важно смешать сухие компоненты так, чтобы соль была равномерно распределена с мукой. Если используете раствор соли, вводите его уже в сформировавшуюся тестовую массу. Это важные элементы контроля, которые помогут получить нужный результат. Ошибка третья. Нарушенная последовательность замеса. Дрожжевое тесто – это система с этапами. Нарушите порядок и получите недостаточный объем, а также не полностью сформированную клейковину и неправильную ферментацию. Профессиональная последовательность замеса дрожжевого теста такова. Сначала объединяют жидкости, затем смешивают сухие ингредиенты и муку, добавляют муку в дежу тестомеса, дальше добавляют дрожжи, а затем мы добавляем жидкие ингредиенты. В этом случае соль полностью распределяется в муке. Если у нас есть жир, то мы его добавляем, когда клейковина полностью сформирована. То есть либо практически сформирована, либо полностью сформирована. Преждевременное внесение жира будет смазывать белки и препятствовать гидратации, а также развитию клейковины. В результате вы получите слабую структуру, газ не будет удерживаться и нужного результата не будет. И в первую очередь это отразится на консистенции теста и как следствие на объеме. Внесение большого количества сахара на ранних стадиях тормозит ферментацию. Более позднее внесение дает непредсказуемый результат и непрогнозируемую сладость в конце приготовления изделия.
Поэтому важно, что если в вашей рецептуре много сахара, то есть больше 10%, то его вносите в несколько приемов. Действуйте последовательно. Можно добавить автолиз. Автолиз помогает гидратации муки, то есть мука лучше вберет в себя влагу. Но это больше действительно все-таки для замеса хлеба, чем сдобы. Затем идет базовый замес. И по мере развития клейковины вы корректируете воду. И только потом уже добавляете жиры. Важно помнить, что и температура в этом случае должна соответствовать норму. Контролируйте однородность. Непромесы соли и сахара недопустимы. Последовательность – это гарантия того, что у вас будет всегда одинаковый результат. Если в вашей рецептуре есть какие-либо добавки в виде сухофруктов, ореха, сыра и других ингредиентов, то вносите их на поздней стадии, когда уже замес практически завершен или завершен, чтобы просто перемешать до однородности, но не измельчить эти добавки, а в некоторых случаях эти добавки могут превратиться в пасту, если, например, это изюм. Если в вашей рецептуре есть специи, то стоит их залить небольшим количеством кипятка заранее для лучшей экстракции и остудить, а только потом добавлять их в тесто. Такой подход резко повышает стабильность теста на протяжении всего технологического процесса. Ошибка номер 4. Недомес или перемес. Недостаточный замес, непрочная клейковина, крупные разрывы при растяжении, газ уходит, тестовые заготовки не получают необходимый объем. Перемес – это перетянутые нити белка, плотная резиновая масса. А при более высоких температурах, когда вы уже его перемесите достаточно долго, то это будет разжижение теста и как следствие неправильная структура и отсутствие формоустойчивости. Профессиональные критерии – это окно, то есть тонкая полупрозрачная пленка глютена при растяжении без рваных краев. При ручном замесе целевой диапазон обычно дольше, чем при машинном замесе. Но ориентир состояния, а не время. То есть в первую очередь вы ориентируетесь на консистенцию теста. Конечно, время стоит засечь. Следите за температурой теста во время механической обработки. Длительный интенсивный замес повышает температуру массы, ускоряет ферментацию преждевременно и смещает баланс по времени. То есть, если вы перегреете тесто, то в этом случае вы получите нестабильный результат и неконтролируемый. Важно понимать, что замеры температуры проводите и при замесе, а также и в конце замеса. Липкость на ранней стадии. Не повод добавлять тесто муки. Дайте белкам время гидратироваться, то есть вобрать полностью воду. Добавляйте муку только по необходимости, малыми порциями. Иначе получите тугую забитую массу. Задача замеса – выстроить эластичный каркас, способный удерживать ровный поток газа при дальнейшем технологическом процессе. Контролируйте режимы, не гонитесь за скоростью. О том, какая температура теста, мы поговорим в конце видео. Ошибка номер 5. Слишком быстрое или слишком медленное внесение воды при замесе. Одна из распространенных ошибок при работе с дрожжевым тестом – это неправильный темп добавления жидкости во время замеса. Многие стремятся сразу добавить всю норму жидкости, чтобы быстрее собрать тесто. Но это приводит к тому, что частицы муки не успевают равномерно увлажниться. В тесте остаются сухие комки, а дрожжи получают неоднородную среду для работы. С другой стороны, слишком медленное, растянутое внесение воды также вредно. Пока вы медлите, дрожжи в жидкой фазе начинают преждевременно активироваться и расходовать питательные вещества, еще до того, как сформируется клейковинный каркас. В результате тесто может оказаться слабым, рыхлым и нестабильным. Как же правильно? Воду нужно вводить порциями, уверенно и равномерно. Первая часть, чуть больше половины нормы, добавляется сразу, чтобы образовалась вязкая масса, способная начать развивать клейковину. Остальную воду можно вносить постепенно, оценивая консистенцию. Тесто должно собраться в мягкий эластичный ком, а не в расплывшийся или слишком тугой шар. Поэтому, когда вы вносите воду, как я уже и сказал, внесите больше половины, затем постепенно добавляйте оставшуюся воду. Если вы часто делаете один и тот же замес, то вот эта разница воды у вас будет небольшой. Важно помнить и про гидратацию муки. Белки и крахмал впитывают воду не мгновенно, а в течение первых минут замеса. Поэтому не стоит спешить досыпать лишнюю муку, если тесто кажется липким в начале. Дайте массе отдохнуть пару минут, и консистенция изменится в лучшую сторону. То есть здесь еще важно заметить, что
некоторые тестомесы могут неправильно замешивать тесто, то есть долго это делать. И тесто будет не нагреваться, не замешиваться, а вот в одной паре будет стоять. Это зависит от конструкции тестомеса. Поэтому важно помнить, что помимо образовавшейся полностью клейковины и собравшегося теста важна еще и температура. Запомните, грамотный темп и правильное внесение воды позволяет достичь однородности, равномерного распределения дрожжей и правильной структуры теста. Также иногда в замесе бывает так, что один раз воды уходит по норме, а другой раз чуть больше или чуть меньше. Поэтому контроль внесения воды особенно важен, когда вы используете новую, непроверенную муку. Это критически важный параметр замеса, который напрямую влияет на развитие клейковины и дальнейший подъем. Ошибка номер 6. Неправильный выбор и обращение с мукой. Мука – это каркас будущего теста. Слабая мука с низким содержанием белка дает рыхлую оседающую массу. Слишком сильная требует больше влаги и более долгого замеса. Если этого не сделать, то тесто остается достаточно тугим. Просеивайте муку для насыщения кислородом и избавления от примесей. Учитывайте влажность самой муки. Свежемолотая мука, как правило, такая мука может встречаться в весенний и летний период. Свежемолотая мука – это та мука, которая меньше 2 месяцев после помола. Также может быть мука сухая складская. Это мука, в которой выдержано необходимое количество времени перед тем, как попасть в замес. Ведут эти два вида муки себя по-разному. И в первую очередь это требует корректировки воды. Не подменяйте сорта хаотично. Каждая замена – это новая гидратация и иная скорость ферментации. Вносите муку порционно. Отслеживайте впитывание муки, то есть как мука впитывает воду в течение первых минут. Ранняя липкость может уйти и без того, что вы добавите дополнительную муку. Не забывайте о температуре муки. Слишком холодная понижает стартовую температуру теста, и как следствие это может негативно сказаться на времени замеса. Важно, чтобы мука перед тем, как ее использовать, постояла в оптимальных условиях цеха. Достаточно долгий промежуток времени, хотя бы сутки. У вас основная цель – это упруго-эластичная, теплая и ровная масса, готовая к контролируемой ферментации. Также важно помнить, что у муки есть не только количество белка, но и его качество. Бывает так, что белок в норме, но его свойства оставляют желать лучшего. Один из таких основных критериев – это газоудерживающая способность муки. От этого в первую очередь зависит объем будущего изделия. Ошибка номер 7. Игнорирование гидратации. Гидратация – это соотношение жидкости к муке. Определяет вязкость, пластичность и объем будущего изделия. Недостаточная гидратация, сухое, тугое тесто, белки не раскрываются, клейковина будет короткая, поры будут мелкие и нестабильные. При таком варианте не получить нужный объем изделия и большие поры. Слишком большая гидратация – это получается липкая, расплывающаяся масса. Поры слипаются, структура плывет. Работайте по тесту. Оно должно быть мягким, слегка влажным на ощупь, с чистым отлипом от рабочей поверхности при развитии клейковины. Регулируйте малыми шагами. Даже лишние 50 грамм воды или лишние 50 грамм муки меняют поведение сильнее, чем кажется. Помните, что сахар, жир и яйца снижают свободную воду. Фактически гидратация будет ниже. Даем муке время впитать воду. Для этой цели может быть использован такой процесс, как автолиз. Ваша цель – баланс. Достаточно воды для эластичности и расширения, достаточно прочности для удержания газа. Профессиональная привычка – записывать фактическую гидратацию под вашу муку в разные сезоны. Тесто должно себя вести одинаково и получается один и тот же предсказуемый результат. В современных условиях мука одного и того же производителя может отличаться, иногда даже существенно, по характеристикам. Поэтому рецептуру также нужно контролировать и по факту. Ошибка номер 8. Слабые или неправильно подготовленные дрожжи. Некачественные и просроченные или неправильно хранившиеся дрожжи – это нестабильный подъем и нестабильный результат. Храните сухие дрожжи герметично и в прохладе. Защищайте их от влаги. Прессованные нужно хранить только в холодильнике и быстро использовать после вскрытия. Проверяйте активность. Можно ее проверить простым способом. Небольшая пробная проверка в теплой жидкости с минимальной долей сахара.
должна достаточно быстро оживить дрожжи, и как следствие вы увидите, насколько они активны. Не пересыпайте дрожжи с запасом. Избыток может дать резкий старт, непонятный результат и нестабильную расстойку. Недостаточное количество дрожжей. Это будет затяжной подъем, риск перекисания, особенно это критично для сдобы. И это перекисание будет возникать в процессе того, что вы увеличите время. Вносите дрожжи правильно, равномерно и так, чтобы избегать комков. Не заливайте дрожжи горячей жидкостью для ускорения. Тормозите процесс. Стабильность дрожжей – это фундамент, на котором строится управляемая ферментация. Ошибка номер 9. Недостаточный контроль температуры теста во время замеса. Одна из ключевых ошибок – это полное игнорирование температуры теста в процессе замеса. Многие обращают внимание только на температуру воды, но забывают, что тесто нагревается в процессе механической работы. Трение от рук или тестомеса, температура повышается постепенно за счет механического воздействия и брожения внутри самого теста. А это напрямую влияет на активность дрожжей и структуру клейковины. Если температура теста в концу замеса не оптимальная, дрожжи начинают работать слишком активно. Ферментация ускоряется. Но сетка клейковины не успевает окрепнуть, то есть не образовывается полностью. В итоге поры внутри структуры теста рвутся, тесто становится рыхлым и нестабильным. Если температура слишком холодная, дрожжи работают вяло, ферментация замедляется и на расстойке теста будет отставать. К тому же при таких низких температурах очень высокая активность ферментов, что тоже разжижает структуру теста. Как же избежать этой ошибки? Следите за температурой всех ингредиентов, муки, жидкости и даже той тары, в которой вы производите замес. Холодная мука может понизить начальную температуру на несколько градусов, и тесто будет дольше замешиваться. При ручном замесе делайте небольшие паузы, так будет легче замесить тесто. В тестомесе учитывайте скорость работы. На высокой скорости тесто нагревается быстрее, поэтому замес выглядит так. Сначала смешиваем ингредиенты на первой скорости, а затем только увеличиваем скорость на вторую. Иначе можно получить тесто, которое уже перегрето, но при этом оно не готово. Обязательно измеряйте температуру теста термометром сразу после замеса. Для контроля также измеряйте температуру в процессе замеса. Целевая температура дрожжевого теста после замеса будет озвучена в конце видео. Именно в этом диапазоне дрожжи работают равномерно, а клейковина развивается правильно. Контроль этого параметра позволяет вам предсказать поведение теста на всех следующих стадиях. И это то, что отличает профессиональный подход от любительского. Ошибка номер 10. Лишние манипуляции в период ферментации. Постоянно трогать, мять, переставлять тесто значит сломать зарождающуюся структуру. Каждое касание, выпуск газа и стресс для клейковины, особенно это критично для тех сортов хлеба, в которых не используются формы, такие как чиабатта. Проверяйте готовность теста точечно и быстро, а обминку проводите по назначению, когда объем увеличился примерно вдвое. И обязательно контролируйте время между обминками. И старайтесь поддерживать одинаковую температуру на протяжении всего брожения. Обминка не наказание, а инструмент. Аккуратно перераспределяем газ, выравниваем температуру внутри массы теста, подкармливаем дрожжи свежим кислородом и укрепляем клейковинный каркас. Излишняя агрессия минус объем и смятые поры. Недостаточная обминка, крупные пустоты и неравномерная структура. Стабильность среды тоже важна. Переставили из теплого места в прохладное, то есть замедлили ферментацию, вернули, перегрели поверхность. Дайте тесту стабильность и предсказуемость, и это и есть профессиональный подход. Ошибка 11. Некорректная работа с сахаром и подсластителем. Сахар стимулирует дрожжи на старте, улучшает окраску и аромат при выпечке, но останет воду из клеток, что разжижает тесто при замесе и при больших дозировках приводит к негативным последствиям и может привести к полной деградации дрожжей. Высокая концентрация, медленный подъем и грубая структура. Низкая, очень вялый старт. Особенно это важно для сдобы. Подсластители вносят дополнительную воду и меняют вязкость. Мед и сиропы активнее карамелизуются, ускоряя окраску. Контролируйте температурный режим. Вносите сахар равномерно, избегая непромеса внутри теста. Если дозировки большие,
Часть сахара добавляйте в начале, часть практически в конце замеса. Если технологически нужно увеличить сладость, компенсируйте гидратацию и будьте внимательны к времени расстойки. Сахар при небольших дозировках ускоряет брожение, а при более высоких может замедлять. Поэтому в первую очередь контролируйте время расстойки. Ошибка номер 12. Работа по минутам, а не по состоянию. Фиксированные таймеры удобны, но дрожжевое тесто подчиняется и температуре, и влажности, силе муки и активности дрожжей. Замес может занимать разное время при вроде бы одних и тех же параметрах, поэтому важно контролировать температуру, консистенцию, образование клейковины и температуру в процессе и на выходе после того, как тесто готово. Ошибка номер 13. Неравномерное распределение ингредиентов в тесте при замесе. Одна из самых частых ошибок – это неполное или неравномерное распределение ингредиентов в массе теста. На первый взгляд может показаться, что при замесе все смешивается автоматически, но на практике в тесте часто остаются участки с избытком соли, сахара или жира. Эти непромесы напрямую влияют на структуру и стабильность брожения. Если соль и сахар остаются в концентрированных зонах, они повреждают клетки дрожжей и нарушают их работу. Жир препятствует развитию клейковины. Он обволакивает белковые нити и мешает образованию прочного каркаса. В результате тесто поднимается неравномерно, а структура получается рыхлой, слабоэластичной. Как же избежать этой ошибки? Сухие ингредиенты – соль, сахар, специи. Специи предварительно можно заварить кипятком и потом полностью остудить, так экстракция вкуса будет лучше. Всегда смешивайте с мукой заранее. Если специи будут сухие, смешивайте с мукой. Если специи вы предварительно заварили, а потом остудили, то в этом случае такие специи стоит добавлять отдельно. Всегда смешивайте с мукой все сухие ингредиенты заранее. Это обеспечит их равномерное распределение по массе теста. То есть можно предварительно даже муку промешать венчиком, если объем небольшой. Жиры вносите только после того, как тесто начало образовывать клейковину, практически полностью или полностью. Особенно это важно, когда в вашей рецептуре большое содержание жира, более 10%. Следите за тем, чтобы не оставалось сухих комков муки и неразмешанных участков жидкости. Это особенно важно при замесе в больших объемах и при использовании тестомеса. Профессиональный подход. Проверяйте тесто на однородность уже в процессе замеса. Оно должно быть одинаковым по плотности, влажности и цвету во всех точках. Если игнорировать этот параметр, на последующих стадиях никакая расстойка и выпечка не исправит последствия. Ошибка номер 14. Неправильное управление консистенцией теста при замесе. Критическая ошибка – это неумение корректировать консистенцию теста в процессе замеса. Чаще всего это проявляется в чрезмерном добавлении муки, чтобы тесто перестало липнуть к рукам. В результате получается тугая масса с недостаточной гидратацией. Дрожжам сложно работать, клейковина развивается медленно, а структура получается грубой и плотной. К тому же дополнительное добавление муки вне основного замеса будет выглядеть так, что вы будете использовать только крахмал из муки, а белок использован этой муки не будет полностью. Обратная ситуация. Слишком мягкое и жидкое тесто из-за недовнесенной муки. Оно расплывается, не держит форму, а при расстойке выпечки теряет объем. Профессиональный подход заключается в постоянной оценке теста в процессе замеса. Оно должно быть мягким, эластичным, слегка влажным на ощупь. Липкость на начальном этапе – нормальное явление и не повод спешить с добавлением лишней муки. Дайте тесту время и возможность для набухания белков. Уже через несколько минут оно станет более послушным, и вы увидите нужный результат. Учитывайте, что разные сорта муки по-разному впитывают влагу, а добавки вроде сахара и жиров снижают свободную воду. Рассчитывайте гидратацию заранее. Умение правильно управлять консистенцией теста – это основа стабильного результата. Оно напрямую связано с развитием клейковины. Умение управлять консистенцией теста связано напрямую с развитием клейковины и активностью дрожжей. Сбалансирование по влаге теста поднимается равномерно, удерживает газ и дает прогнозируемую структуру. Главная идея и секрет – целевая температура теста после замеса. Вот то, что редко называют прямо, а профессионалы контролируют всегда. Целевая температура теста после замеса. Управляйте не только температурой жидкости и ингредиентов, а суммой всех температур – муки, жидкости, помещения, оборудования и тепла трения при замесе.
Ваша цель вывести тесто после замеса в стабильный диапазон температуры от 24 до 26 градусов. И каждый раз эта температура для одного и того же вида теста должна быть одинаковой. Действительно для классических составов. Если в вашей рецептуре присутствует жир и сахар, то температура будет чуть-чуть выше. И вы можете нагреть тесто до 27 градусов, может быть даже до 28. Чем интенсивнее замес, тем больше делайте поправку на температуру. То есть, если замес у вас интенсивный, то температура ингредиентов и жидкости должна быть ниже. Измеряйте тесто термощупом сразу после замеса, потому что именно температура теста управляет скоростью ферментации, силой клейковины и ароматом лучше любых добавок. Зафиксируйте у себя одну мысль. Стабильно правильная температура теста после замеса дает предсказуемую расстойку, ровную структуру и тот самый легкий объем и понятный результат. Контролируйте ее, и все ошибки, о которых мы говорили, станут понятными управляемыми параметрами, а не сюрпризами. Это и есть профессиональный ключ к дрожжевому тесту. На сегодня у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите и другие видео на моем канале.